Всем респект, с вами Фиспект. На своем канале я постоянно вам рассказываю о том, как выбрать лучшую бюджетную клавиатуру, но лично сам пользуюсь вармилочкой за 15 тысяч рублей. Лично я знаю, за что я переплатил и отдал такие деньги, но большинство людей не понимает, зачем отдавать так много. И поэтому я решил провести очень интересный эксперимент, купить самую дешевую и самую дорогую игровую механическую клавиатуру с DNS и сравнить их между собой, устроить такой сказать поединок экономии и мажорства. На ринге у нас сойдутся самая дешевая DeX Panger за 2200 рублей, а с другой стороны ринга Logitech G915 за 18 тысяч рублей. Но тут произошла некоторая интересная ситуация. Мне было принципиально, чтобы клавиатуру доставили на дом. Заказал, значит, 20 числа, а доставили бы 23-го. Когда клавиатура пришла, я все оплатил, курьерам ее отдали, я смотрю, а на Logitech зачеркнутый ценник. Я, значит, думаю, что за фигня, захожу на сайт, и эта клавиатура подешевела на 1К, и плюс еще появились какие-то другие клавиатуры, которые стали дороже. В общем, рыночек пришел, и эта клавиатура за 3 дня стала не самой дорогой в DNS, но забегая наперед, хочу сказать, что она очень необычная, там есть на что посмотреть, и она все так же находится в хай-сегменте. 17 тысяч рублей, Карл, все равно это очень много. Сравнение будет очень интересным. Поэтому я надеюсь, вы уже заварили чаек, взяли что-нибудь вкусненькое и подписались на канал. 65% смотрят без подписки, но это вообще не дело. Будет очень приятно, если после этого видоса эта цифра изменится. А мы начинаем. Это переход, короче. И Фиспект топ. Распаковка. Дешевая клавиатура меня вообще не порадовала. Наклеили какую-то полиэтиленку прямо поверх этого язычка, я не мог спокойно его открыть. Никаких плюшек не положили, хотя это очевидно за 2000 рублей, но сама клавиатура, первое, на что я обратил внимание, это какие убогие кейкапы. ПБТ, АБС, мы не знаем, что это такое, но мы сделаем колпачки из переработанного китайского лего. Это были лишь мои первые мысли, и как-никак клавиатура стоит 2000 рублей, может быть во всем остальном она просто прекрасна за такие деньги. Это мы узнаем позже, а сейчас дорогая клавиатура, и здесь прям вообще все по красоте. Коробка отличная, и первое, что я обратил внимание, когда взял клавиатуру в руки, это то, насколько она тонкая и насколько она тяжелая. Чувствуется прям такая добротность, и ощущается вот это вот, качество пресловутое, но оно у меня разрушилось после того, как я начал ее трясти. Вы понимаете, клавиатура за 2К вообще не шумит в этом плане, а тут просто погремушка какая-то, это 17 тысяч. В общем, как вы поняли, с этой клавиатурой тоже не все гладко. Также в комплекте помимо документации, провод для зарядки или подключения ее напрямую, просто огромная наклейка, какой-то переходник, который до сих пор не понял для чего нужен, и приемник радиосигнала, который ты просто вставляешь в ПК, и клавиатура к нему подключается. Первое впечатление при распаковке, что дешевой, что дорогой клавиатуры у меня неоднозначные, но дорогая клавиатура хотя бы интересна своими фишками, поэтому нужно копать глубже и подключить ее к ПК уже наконец-то. Сорян, что прерываю, но на моей карте, которой я уже как год не пользуюсь, завалялось дофига бонусов, спасибо. Самое время потратить их на Code4Game, где основная фишка заключается как раз в том, что вы можете приобретать игры и дополнения не только за реальные деньги, но и за бонус от партнеров сайта. Например, за тот же God of War вместо 3150 рублей я могу дать лишь 32 рубля, а все остальное платить бонусами. Помимо множества игр и дополнений, вы можете оплачивать бонусами подписки на Xbox, Yaplay, PS Plus и облачный гейминг. А также вы можете приобрести игровую валюту, например, для таких игр как GTA Online, FIFA и Apex Legends и не только. На витрине постоянно обновляется контент и добавляются возможности для списания бонусов. Поэтому если у вас есть бонус от программы лояльности, то зачем тратить реальные деньги? Лучше рассчитаться именно бонусами на code4game.ru. Ссылочку на такой полезный сервис я оставлю в описании. Так о чем это я? Подключаем клавиатуру и начинаем сравнивать. Начнем мы, пожалуй, с форм-фактора. Дешевая клавиатура у нас полноразмерная, то есть у нее есть цифровой блок, что лично для меня не особо плюс, потому что я люблю, когда для мышки больше пространства, и эти нам клавиши мне просто его забирают. Лично я предпочитаю TKL клавиатуры, для меня это самый оптимальный вариант, но кому-то нам клавиши покажутся конкретным таким плюсом, поэтому тут мы не судим вообще никак, тут имха. Одно мне непонятно, почему дешевая клавиатура у нас с этим блоком, потому что его отсутствие удешевляет производство, и клавиатура могла бы стать еще дешевле. Конструкция у нее скелетоны, она безумно высокая, выше моей вармилочки, это прям ощущается, когда ты ей пользуешься. Неприятно пользоваться настолько громоздкой неуклюжей клавиатурой. Неуклюжая, потому что дешевые материалы, высокая, с клавишами, она ощущается как тупой бабуин. Лично мне такое не нравится, но абсолютно все мое имха скидываем на то, сколько она стоит, 2200 рублей, это, конечно, жесть. Дорогая клавиатура у нас TKL, что для меня лично плюсик. Также она не опущена, а занижена. И пользоваться ей хоть и непривычно, но достаточно удобно. Буду с вами честен, до этого я ни разу не пользовался низкопрофильными клавиатурами, и лично здесь мне такой формат зашел. Она тоже скелетон формата, но из-за того, что находится на металлической пластине, плюс материалы сами дорогие, оно ощущается очень хорошо. Короче, форм-фактор дорогой... Короче, по форме дорогая клавиатура мне понравилась. Подсветка. У дешевой клавиатуры она как минимум есть, но она не очень. Ты можешь ее сделать чуть ярче, чуть тусклее, но в целом это просто красный цвет, который с ужасными кейкапами, о которых мы поговорим позже, создает опять же такого тупого бабуина. Типичный геймерский красно-черный дизайн. Я думаю, многие из нас уже давно выросли с этой штуки, что если красная подсветка, значит геймерская. Поэтому для меня она кринжовая и мне не нравится. На дорогой же клавиатуре полная RGB сказка, причем переключается она отдельной кнопкой на клавиатуре. При этом в софте, который мне было лень скачивать, можно регулировать
подстраивать любую кнопку, как ты захочешь. Но никого ты сейчас не удивишь хорошей подсветки. Логотип Logitech вот этого, он тоже подсвечивается и смотрится это неплохо. Но как по мне, самое приятное с хорошей подсветкой это когда у тебя белые кейкапы. Тогда она смотрится элегантно, дорого, богато, приятно и мило. В общем, для меня вот белые кейкапы, белая мышка, белые девайсы, в принципе, это сейчас то, к чему вот я стремлюсь. И как вы уже поняли, за подсветку и за дизайн мне больше нравится дорогая клавиатура, но дальше не все так однозначно. Кейкапы, сплошное разочарование. Как я уже и сказал, у дешевой клавиатуры как будто взяли китайское лего, переработали его и создали вот эти вот кейкапы из него. Они вроде бы шершавые, при этом они скользкие, они неприятные на ощупь, они неприятные на взгляд. В общем, это очень плохой пластик. Говорить тут больше нечего, они ужасные. А что оно со дорогой клавиатуры? Тут тоже не все так просто. Существуют кейкапы с двумя самыми распространенными видами пластика. Это PBT и ABS. И вот в народе принято считать, что PBT это самые качественные. На самом деле все не так однозначно, потому что бывают как плохие PBT, так и хорошие ABS. И здесь стоят кейкапы хорошего ABS пластика двойного литья. Но это не отменяет того факта, что они как бы не самые хорошие. То есть ты покупаешь клавиатуру за 17 тысяч, а я на всякий случай уточню, купил ее за свои деньги и пользовался ей будет моя девушка. Потому что не просто же так 17к пропадать. Так вот, ты покупаешь по сути элитную клавиатуру за такие большие деньги, но получаешь ABS пластик, хоть и качественный, но все равно PBT той же самое качество, хороший, будет лучше. Короче, в дешевой клавиатуре просто говно кейкапы, а в дорогой непонятно почему они решили сэкономить. Ну что же, самое интересное, переключатели, свитчи, как удобно называйте, дешевая клавиатура меня удивила. Здесь стоят красные СНК переключатели. Для меня эта маркировка вообще ничего не говорит, я не знаю, что такое СНК, вообще впервые слышу и впервые вообще их щелкаю. Самый рофл в том, что я ведь сначала на нее потыкал, только потом посмотрел, какие там переключатели, и когда я увидел красные переключатели, я был в шоке, потому что оно не ощущается как красные, те же Gateron или Cherry, далеко от них. Я это говорю не в плохом плане, клавиатура, напоминаю, стоит 2000 рублей, здесь просто реды похожи больше на какие-то блэки, они более туго нажимаются и у них прям ярко выражен эффект песка. Если вы мой подписчик, то помните, что я не раз показывал клавиатуру MetaZero, и вот в этой клавиатуре от Dexpa мне переключатели понравились больше. Это уже конкретно мое имхо, но мне показалось они более приятные. Если честно, то за 2000 рублей я вообще не до конца верил, что тут стоят механические переключатели, но они меня полностью устроили только с учетом того, что она стоит 2000 рублей. Дорогая клавиатура решила в очередной раз выпендриться, и здесь стоит GL Tactile. На самом деле они сделаны по технологии Каилов, но это не важно. Судим их по тому, какие они есть. Это максимально тупейшая идея ставить тактильные свитчи в низкопрофильную клавиатуру. В чем прикол? Тактил — это когда ты нажимаешь и ты чувствуешь отдачу на свой палец. В низкопрофильной клавиатуре из-за того, что сам свитч у нас маленький, эта отдача становится меньше, и она здесь абсолютно не нужна. Вот честно говорю, печатая на ней, я не чувствую никакой тактильности, я чувствую какую-то нелепость. Я нажимаю, ну что-то там происходит, а что происходит, непонятно. Я не говорю, что свитчи плохие или она прям супер ужасная, просто как по мне это нелепо делать такую технологию в низкопрофильной клавиатуре, где это просто не нужно. Зачем выпускать было вообще такую модель? Ведь есть такая же клавиатура на линейных переключателях, вот она, я уверен, хорошая, но здесь это просто выглядит немножечко нелепо, и ты не до конца ощущаешь тактильность. Идем дальше. Стабилизаторы. У дешевой клавиатуры, на мое удивление, все с этим не так уж и плохо. Опять же, с поправочкой, что за свою цену в 2000 рублей. С дорогой же клавиатурой, опять же, происходит какая-то паранормальщина. Хоть и сами стабы здесь лучше, и типа все прокликивается нормально, но как вы объясните этот трэш? Размышления об этом недоразумении могут уйти на несколько десятков минут, но я хочу сказать вот что. Из-за того, что у нас свитчи тактильные, и при этом она еще так дребезжит, ощущается та самая нелепость, о которой я говорил ранее, когда ты на ней печатаешь. В общем, очень неоднозначная клавиатура. Ну и наконец-то предлагаю послушать саунд-тест обеих этих клавиатур. Ножки. У дешевой клавиатуры 4 прорезиненные штуки, но если ты хочешь поменять угол наклона и сделать ее выше, то там ничего не прорезиненное и вообще она очень плохого качества. Пользоваться ей можно только без ножек и только на черном коврике, потому что эта резина оставляет следы на столе или опять же на белом коврике. У дорогой клавиатуры в этом плане все просто идеально. Резина очень качественная, хорошо стоит на столе, приятно выглядит. При этом, если хотите изменить угол наклона, тут целых два варианта развития событий. Разные градусы можете выбрать, целых две ножки в одной. И при этом они также очень качественные и прорезиненные. Короче, за этот пунктик дорогая клавиатура однозначно получает лайк. Далее мы поговорим только про дорогую клавиатуру, потому что сравнивать с дешевой тут нечего. У дешевой клавиатуры этих функций просто нету. Начнем с того, что вы как уже поняли, она беспроводная, и от одного заряда, как заявляет производитель, она проработает 40 часов. Это примерно 2 недели активного использования, и это причем при полной подсветке. Притом по отзывам в интернете она работает на самом деле еще больше, но производители часто берут вот так вот запасом, чтобы не разочаровывать покупателей. Честно, про беспроводное подключение я вижу смысла в мышке и в наушниках, потому что это реально удобно. Но клавиатура у тебя постоянно стоит на одном месте, и не так уж это полезная функция, но она
становится полезной с другой функцией. У нее, значит, есть 4 кнопки. Первая — это подключение по радиосигналу, второе — по Bluetooth сигналу, третье — это включение игрового режима, чтобы заблокировать там какие-то кнопочки или через софт что-то настроить. Ну и четвертое — это подсветка. Так вот, первая и вторая кнопка радио Bluetooth — это самое интересное, что есть в этой клаве. Например, я могу через радио подключить ее к компу, а через Bluetooth, например, к телевизору. И удобно набирать, например, видосы, фильмы, аниме, или если у вас смарт-ТВ, скачать какой-нибудь браузер, какое-нибудь приложение и переписываться, например, в той же телеге, ВКонтакте. Но если у вас два компа, то можно делать примерно следующее. Это вообще топовая приколюха. Прямо сейчас я, допустим, управляю своим компьютером, все нормально, все прикольно, подключено оно у нас через радиосистему. Нажимаю на вторую кнопочку подключения через Bluetooth, и что происходит на дашном экране? Управляю я ее компом. Вот это вообще прекрасно. Я могу в любой момент вот так вот переключаться. Сейчас я на ее компе, сейчас я на своем компе, на ее компе и на своем компе. Просто офигенно. Тем более у нас там есть телек, это прям супер удобно. В общем, это очень крутая фишка, и лично нам она полезна, потому что у нас прям в комнате стоит смарт-ТВ, и постоянно будем переключаться и что-то водить именно с этой клавиатуры. Также третья кнопка, не хочу особо про нее разглагольствовать, это игровой режим, ты можешь его настроить в софте, сделать так, чтобы какие-то клавиши у тебя заблокировались, какие-то у тебя светились по-другому. По дефолту, когда ты на нее нажимаешь, у тебя блокируется кнопка Win, и все. С правой стороны у нас есть кнопки мультимедиа, перемотать вперед, перемотать назад, поставить на паузу, замутить полностью винду или сделать ее громче или тише. Вот этот ползунок справа, он такой приятный, вы не представляете. Они создали штуку для регуляции громкости, но это как будто какой-то антистресс, и вот так приятно туда-сюда мотать. В общем, за все эти приколы, кнопочки, переключение режимов, батарея, вот эта клавиатура и становится походу такой дорогой. Нужно оно вам или нет, решайте сами. Если конкретно задачи, которые эта клавиатура выполняет, вам нужны, то эта клавиатура действительно хороший вариант. Если же вам то, что она беспроводная, переключение режимов, вот этот антистресс не нужен, то и клавиатура не стоит таких переплат, потому что есть качественнее и дешевле. Например, та же вармилочка, как у меня, 15 тысяч рублей. Есть еще Леопольды, Даки, хорошие клавиатуры, и стоят они дешевле, без всяких вот этих вот свистоперделок. Клавиатура очень узконаправленная и не без своих минусов, а за такую-то цену хочется, чтобы она была без минусов. Моя личная оценка этой клавиатуре 6 из 10. Малому количеству людей я могу ее посоветовать, но если вам все перечисленные функции нужны, то она где-то у вас становится на 9 из 10, потому что тупые тактильные свечи ты никуда не денешь. Если уж вы надумали брать эту клавиатуру, то берите лучше на линейных свечах, будет вам счастье. А какие итоги у нас по дешевой клавиатуре? Лично моя оценка 7 из 10. Минус балл за очень плохие кейкапы, минус балл за убогий и высокий дизайн, и минус балл за то, что я не знаю почему, потому что Z-Blade лучше. Не, серьезно, клавиатура за свою цену полностью оправдана, она неплохая за свои деньги, но зачем вам брать такой дешман, если уж гораздо рациональнее будет подкопить и взять какой-нибудь Z-Blade на кейл-боксах, а еще лучше пойти на Алиэкспресс и за 4000 взять реальную конфетку. В описании я оставлю ссылочки на дешевые и хорошие клавиатуры, которые вы точно не пожалеете, если возьмете, а также парочку клавиатур дешевле этого сраного Logitech и лучше. Обязательно пишите в комментариях, как вам мой новый микрофон, это еще не финальный результат, я не до конца понимаю, как его правильно настроить. А также обязательно пишите, что вы думаете о самой дешевой и самой дорогой клавиатуре с DNS. Ну и конечно же, если под этим роликом соберется 50 тысяч лайков, я обязательно сделаю продолжение вот этой вот рубрики дешевое и дорогое, только уже с мышками, ну и дальше по списку. Надеюсь на вашу поддержку, большое спасибо за просмотр, удачи, мои хорошие, пока.